Если вы приезжаете в Америку работать или открывать бизнес, но опасаетесь, что вам могут не дать визу из-за наличия иммиграционных намерений, то есть решение. L-виза. Что это такое? Что означает двойное назначение и что из себя представляет L-виза, мы сегодня разберем с опытным иммиграционным адвокатом Татьяной Арестовой. Добрый день, Татьяна. Добрый день. Здравствуйте, Данил. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. С удовольствием отвечу на ваши вопросы. Прежде всего, нужно сказать, что виза L1 – это виза двойного намерения. То есть это виза, которая позволяет иметь иммиграционное и неиммиграционное намерение одновременно. Этим она очень выгодно отличается от других виз. В чем особенности визы L от других типов виз, например, O1, H1B и других рабочих виз? Да, очень важное отличие визы L от, например, визы O1, которую часто называют визой талантов, это разрешение и возможность приехать в Соединенные Штаты, невзирая на то, что у человека потенциально есть иммиграционное намерение. Это намерение, может быть, возникло из-за того, что человек раньше когда-то подавал документы на грин-карту и что-то не сложилось. Или у человека есть ближайшие родственники, которые подавали на него петицию, и есть долгий срок ожидания. Или просто у человека не получилось получить какую-то неиммиграционную визу, он уже знает, что потенциально неиммиграционные намерения у него в глазах американского консульства, скорее всего, отсутствуют. Вот в этом случае виза L очень отличается выгодно от этих виз. От визы H1B она очень выгодно отличается тем, что виза L более независимая от работодателя виза. Она не обязательно требует наличия высшего образования для заявителя, в отличие от визы H1B. Она не привязана к какому-то американскому работодателю. Вы сами создаете в этом случае достаточно часто себе работодателя. В случае с визой H1B такое теоретически возможно, но виза H1B сейчас имеет очень неприятную особенность. Она подлежит выплате в $100 тысяч, причем ежегодно, которую ввел президент Трамп, если вы эту визу получаете за пределами США. То есть виза H1B имеет тоже свои недостатки по сравнению с визой L1, и виза L1, безусловно, является достаточно популярным выбором. Какие требования есть к визе L1, к заявителю, к компании, в которой он работает? Прежде всего стоит сказать, что виза L1 делится на две такие большие подгруппы. Первый тип виз – это визы L1A. Это визы для руководящих работников. И вторая подгруппа – это визы L1B. Это визы для тех, кто является специалистом или человеком, обладающим тем, что называется specialized knowledge, то есть редкими специализированными знаниями. Итак, можем разобрать подробно сначала визу L1A, поскольку это наиболее частый тип виз для людей, которые хотят открыть именно свой бизнес, вести свою собственную деятельность в Соединенных Штатах. Эта виза доступна людям, у которых есть свой бизнес, причем не ИП, не индивидуальное предпринимательство, а именно оформленный бизнес, то есть что-то подобное американской LLC, компании с ограниченной ответственностью, хотя бы, или корпорация. Значит, это первое требование. Компания должна быть юридически оформлена, существовать, вести бизнес. Дальше очень важное требование. Человек должен показать, что как минимум в течение 1 года перед подачей документов на L1A визу он в рамках своей компании или чужой компании, в которой он работал, управлял профессионалами. Профессионалами считаются люди, которые имеют высшее образование и работа которых требует наличия высшего образования. То есть, например, условно говоря, если у вас есть фирма по разработке программного обеспечения, у вас в подчинении работают как минимум 2 разработчика, то вы теоретически уже можете претендовать на визу L1A, но, безусловно, нужно, чтобы эти работники работали официально, получали зарплату, велись все необходимые выплаты, пенсионный фонд, налоговую и прочее. Значит, очень важное требование – это требование помещения. Важно, чтобы у компании было помещение, в котором эти люди работают. А также второй важный компонент этой визы – человек должен намереваться и, собственно говоря, уже сделать первые шаги, то есть открыть в США компанию, в которую он будет переведен переводом. Виза L1 подразумевает именно перевод сотрудника из зарубежного филиала в Соединенные Штаты, который тоже будет иметь помещение и в которой тоже этот человек будет управлять профессионалами. То есть очень важно составить профессиональный бизнес-план и показать, что человек будет в США
развивать бизнес, не закрывая при этом тот бизнес, который был у него за пределами США. То есть таким образом сотрудник L1A должен квалифицироваться как международный менеджер или экзекьютив. Можем поговорить потом подробнее о разнице между этими понятиями. Но вот он должен квалифицироваться именно как международный управленец, и в этом случае он может получить визу L1A. В отличие от визы L1A, как я уже говорила, виза L1B – это, условно говоря, виза для вот тех самых программистов, которыми управляет данный управленец. То есть люди, обладающие специализированными знаниями и навыками, возможно, разработавшие что-то для этой компании, разработавшие систему, продукт, какой-то фреймворк очень важный, который необходимы для продолжения функционирования компании. Их можно перевести в Америку по визе L1B, но при этом, как я сказала, важно помнить, что компания зарубежная тоже должна продолжать существовать, то есть фактически еще 2 человека в этом случае должны быть наняты на работу в зарубежную компанию как минимум, чтобы компания не сокращалась, чтобы компания продолжала работать, и тогда, значит, вот и управленец, и его сотрудник смогут квалифицироваться на визы L, управленец по визе L1A, а сотрудник по визе L1B. А вы могли бы рассказать, какие функции и доказательства нужны, чтобы определить, либо этот человек менеджер, управленец, экзекьютив, или вот у него есть специализированные знания? Потому что иногда это совмещается, иногда граница размытая. Есть ли четкие критерии у USCIS для L1? Да, безусловно. Прежде всего, что касается управленцев, то, вот как я уже сказала, они делятся на 2 разные категории. Это люди, исполняющие managerial, то есть менеджерские обязанности, люди, управляющие профессионалами, находящимися в их подчинении, люди, которые следят за тем, чтобы соблюдались графики, выполнялась качественная работа и так далее. Также существует другая подгруппа, это люди, которые квалифицируются как executive. Executive – это человек, который принимает executive decisions. То есть, например, выходим мы на рынок Средней Азии или не выходим. Решения о принятии на работу, увольнении сотрудников могут, в принципе, входить в компетенцию и managerial, и executive работников. Executive decisions – это решения такие, влияющие на всю судьбу компании. Например, мы начинаем заниматься недвижимостью в городе Нью-Йорке. Это принципиальное направление. Для того, чтобы исполнять эти обязанности, люди должны заключать договора, принимать решения о том, с кем, в общем-то, вести переговоры, а с кем не вести, принимать решения о том, что все, вот с этим человеком мы больше не имеем дела, или наоборот, мы решаем, что эту технологию мы будем патентовать и будем подавать заявку в FDA на одобрение данной технологии и так далее. То есть решение о судьбе компании принимают люди, которые находятся в executive position, то есть являются вдохновителями и организаторами компании. И те, и другие могут претендовать на визу L1A. В отличие от визы L1A, как я уже говорила, виза L1B – это виза человека, которого имеет specialized knowledge. То есть это человек, который больше занимается исполнением работ, он не просто такой рядовой исполнитель, это человек, который придумал систему, придумал вот то самое лекарство, на которое мы сейчас будем подавать заявки в FDA. Человек, который организовал какой-то уникальный для компании процесс, изобрел методику, внедрил инновационную методологию и так далее. То есть человек должен обладать знаниями и навыками, которые не просто получить на рынке труда. Довольно часто под определение L1B подходят люди, которые, например, работают на третью компанию. Ну вот компания является, например, подрядчиком какой-то крупной американской компании. Человек делает разработку и очень хорошо знает процессы того клиента, вот той третьей стороны, на которой он работает. Но во многих случаях это знание тоже можно квалифицировать как specialized knowledge, если его нельзя просто вот пойти получить на курсах. Логика такая, что если человек здесь в Америке, профессионал, может пойти получить эти знания, то тогда компании стоит нанимать американских профессионалов. А если действительно человек привозится из-за рубежа, поскольку что-то уникальное знает и умеет, то вот тут он может приехать трансфером по визе L1B. Вот в этом основная разница. Иногда бывает, что человек переходит чаще из L1B в L1A. Например, человек был успешным системным программистом, и вот он дорос до каких-то менеджерских позиций,
В этом случае можно перевести визы из категории L1B в категорию L1A. Тем более, что длительность этих виз разная. L1B, она часто бывает ограничена по времени до 5 лет, а L1A до 7 лет. Поэтому тут очень важно, чтобы компания успела сделать грин-карту человеку, прежде чем он закончит свое пребывание. Но если не успевает, то вот иногда происходит тоже такой трансфер из одной категории в другую. Скажите, пожалуйста, а какие документы обычно нужно подготовить на петицию L1A, L1B, и какие из этих документов оказывают наибольшее влияние при рассмотрении петиции? Самые важные какие? Безусловно, многие документы важны, но вот костяк петиции прежде всего составляют документы о связи между компаниями. Зарубежная компания и американская компания. Владельцы компании желательно, чтобы совпадали как минимум на 50%, или должна быть показана другая аффилиация между компаниями. Компании должны быть аффилированы между собой, поэтому прежде всего даются документы об этом. Далее важно показать, что компании ведут бизнес, вели бизнес как минимум в течение года перед подачей петиции, если речь идет о зарубежной компании. А вот компания в США может быть либо уже существующей, либо новой. И здесь есть важное отличие. Если компания в США уже существует, работает больше года и соответствует условиям L1 и L1B тоже, визу можно получить на 3 года. А если компания новая, то виза выдается только на 1 год. Можно получить визу на новую компанию, которая только вот недавно открылась, но виза в этом случае будет на год. И еще раз повторяю, очень важно, эта виза не требует доказательств неэмиграционного намерения, поэтому это хороший выход для людей, которым такое намерение показать затруднительно. А вот вы сказали про новую компанию, которая открывается в США. А есть какие-то требования к этой новой компании? Как доказать, как показать офисное пространство, может быть, финансирование? Что требует USCIS, чтобы новая компания была квалифицирована на L1? Да, безусловно, новая компания должна показать, что воплощение планов, которые представляются в иммиграционную службу, реалистично. Для этого нужны некие минимальные параметры, то есть желательно, чтобы у компании, во-первых, был офис, договор аренды помещения, счет в банке, разумные средства на развитие бизнеса, опять же, в соответствии с тем бизнес-планом, который компания будет предоставлять. Ну, вот это минимум. Естественно, хорошо разработанный бизнес-план – это очень важная часть. Также хорошо, если у компании есть уже какие-то предварительные договоренности с теми, кто будет покупать их продукцию или услуги, с теми, кто будет поставлять им продукцию или услуги. То есть все эти материалы желательно предоставить, письма о намерениях, договора, аренду, ну, какие-то минимальные вещи, которые нужны для функционирования. И очень важно, если вы заявляете, что, например, в вашем офисе будет работать 5 человек, то договор аренды должен быть на помещение, в котором 5 человек поместится, а не на какой-то один стол и стул. Значит, поэтому все, что вы делаете и говорите, должно соответствовать тому, что вы обещаете сделать. И это очень важный аспект. У меня возник сейчас такой вопрос. Вы говорите про 5 человек, но в нынешнем постковидном мире очень многие работают удаленно. Принимаются ли USCIS такие удаленно работающие компании? Компании с распределенными сотрудниками, безусловно, принимаются, но, опять же, должно быть очень грамотное обоснование того, как этот коллектив будет работать. И требование офиса все равно важно, то есть важно, чтобы был офис хотя бы для управленческого персонала и, ну, например, возможность доступа к конференц-комнате, чтобы все сотрудники как-то хотя бы раз в месяц или когда нужно могли собраться. USCIS большое внимание уделяет требованию именно помещения или обоснованию того, как это заменяется, например, с помощью программных средств, если люди используют Slack или еще какие-то системы, значит, нужно описать, каким образом это будет использовано для координации сотрудников, для того, чтобы компания могла работать в условиях отсутствия офисного помещения. Я напомню, что данное видео не содержит юридический совет, юридическую консультацию. Каждая ситуация уникальна, поэтому прежде чем предпринимать какие-то юридические действия, прежде чем подаваться на визу, обязательно проконсультируйтесь с лицензированным адвокатом. Контакты
Татьяны Арестовой вы увидите здесь внизу по ссылке в описании. Вы можете обращаться к нам в компанию Visa Now. Мы поможем со сбором, организацией документов для вашего будущего путешествия в Америку. Если у вас есть вопросы по данной визе, по L1 или по другим визам, грин-картам, пожалуйста, оставляйте здесь в комментариях ваши вопросы. Мы постараемся на них ответить, мы их собираем все. Если у вас есть быстрые вопросы, то заходите к нам в Telegram. Там тоже вы можете задавать ваши вопросы. Обязательно подписывайтесь на наш канал, если для вас эта тема актуальна, и оставайтесь вместе с нами. Я хочу вернуться, Татьяна, к визе L1. А какие реалистичные сроки подготовки, рассмотрения петиции L1 вот сейчас у нас 2026 год, каким есть возможности ускорения, как это происходит в реальной жизни, не на бумаге, а на вашей практике? Да, безусловно, очень важный вопрос. В реальной жизни кейс на визу L1 редко собирается меньше, чем за месяц. Сколько нужно, как я уже говорила, показать корпоративную структуру, связь между компаниями, планы на развитие бизнеса. Нужно предоставить документацию о работниках компании, доказать их высшее образование. Иногда иммиграционная служба требует сделать оценку, evaluation дипломов, которые предоставляются. То есть это большой объем работы, и меньше чем за месяц трудно собрать такие документы. Значит, когда документы уже собраны, можно подавать на ускоренное рассмотрение, premium processing, или можно подавать документы обычным рассмотрением. Значит, premium processing обязывает USCIS принять решение в течение 14-15 бизнес-дней. Обычно за этот срок либо петиция одобряется, либо выходит запрос на дополнительную информацию, который дает заявителю 87 дней на ответ. И если это не ускоренное рассмотрение, то тогда петиция рассматривается где-то 7-8 месяцев, вот так, довольно долго. После одобрения петиции, если человек находится в США и меняет статус без выезда из США, тогда ему приходит просто новая карточка А-94. И если человек находится за пределами США, он должен назначить аппоинтмент в американском консульстве, и это еще может занять, в лучшем случае, месяца 2-3. Поэтому подавать документы нужно заранее, учитывая вот эту вот реальность. А я бы хотел чуть-чуть уточнить по поводу смены статуса, если человек находится в Америке. Находясь на каком статусе, человек может податься на L1, и на каких статусах он не может? Туристический, убежище, другие варианты. Дело в том, что закон о смене статуса, он не специфичен конкретно для визы L1, он касается всех, в общем-то, виз. Для того, чтобы поменять статус без выезда из страны, человек должен находиться в США в законном статусе, то есть его карточка А-94 должна быть действительно примером такого статуса. Может быть и виза B1, B2, и виза F1, и виза O1, например, любая действительная виза, она может, в общем-то, квалифицировать человека для перемены статуса. Если человек, например, просрочил свой статус, подал на политическое убежище, то в такой ситуации подать на перемену статуса нельзя, потому что статуса как такового у человека нет. У него есть законное присутствие, то, что называется lawful presence, но вот конкретно визового статуса у человека нет. Очень важно помнить, что если человек находится в Соединенных Штатах по одному статусу и меняет статус на другой, то уже ездить по вот той въездной визе, которая у него была, у него уже не получится. И ездить по вот новому статусу тоже не получится, поскольку статус не является въездной визой. Поэтому, опять же, принимая решение о том, менять статус внутри страны или выезжать, получать въездную визу и возвращаться назад, нужно принимать, исходя из того, действительно ли вам нужно ездить или это не так важно. Если человеку важно ездить, то виза L1 оформляется для того, чтобы ее выдали потом в консульстве. И, повторюсь, в этом случае консульский офицер не может просто так отказать визе, потому что ему показалось, что вы захотите остаться в США. Поэтому эта виза действительно имеет больше шансов на то, чтобы ее выдали в консульстве без каких-то необоснованных придирок. А вы могли бы прокомментировать, дать какие-то рекомендации по поводу собеседования, может быть, в консульстве или работы с консульством? Да, безусловно, во время собеседования с консулом заявитель должен представить свой кейс, обосновать, какой бизнес у него существует за пределами США, какой бизнес у него будет существовать внутри Соединенных Штатов,
показать, как эти оба бизнеса будут продолжать развиваться и каким образом он будет исполнять роль мультинационального менеджера или экзекутива, если речь идет о визе L1A. Но если речь идет о визе L1B, то человек должен рассказать о сути своей работы, своего специализированного знания, о том, как и почему его знание, в общем-то, является уникальным. И после проверки всех фактов консульский офицер имеет право поставить эту визу, невзирая на то, что человек, может быть, имеет уже поданную заявку на грин-карт. А на какие сроки выдается виза L1? Вы упоминали про новые компании сроки. Есть ли возможность продления этой визы? Да, безусловно, здесь важно разделять два понятия. Это срок выдачи визы и максимальный срок пребывания по какой-то визе. Вот что касается людей, которые въезжают в Соединенные Штаты по визе L1, или меняют здесь статус первый раз, то, вот, как я уже сказала, в зависимости от того, у них новая компания в США или уже давно существующая, виза L1 выдается либо на 1 год, либо на 3 года. Далее ее можно продлевать. Каждое продление выдается такими вот кусочками или по-английски increments не больше, чем 3 года. И, соответственно, максимум пребывания по визе L1B составляет 5 лет, а по визе L1A составляет 7 лет. И, как я уже говорила, виза L1 не препятствует оформлению грин-карты, поэтому люди, которые приехали в Соединенные Штаты по визе, например, L1A, они могут подумать о том, чтобы оформлять грин-карты по категории EB1C, то есть как владельцы или мультинациональные менеджеры экзекутива, люди, которые приехали по L1B и не являются владельцами компании, являются наемными работниками, могут думать о постоянных категориях оформления грин-карт через постоянную работу, то есть это либо процесс PERM или Labor Certification, либо петиция, если человек подходит под категорию национальный интерес, EB2 National Interest Waiver, или даже если у человека есть выдающиеся заслуги и способности, на категорию EB1A на основе своих достижений. А вы могли бы более подробно рассказать, как работает переход с L1 на грин-карту? Когда начинать подавать? Какие критерии? Как вообще этот процесс организовать? Ну, вот процесс разный, как вы уже слышали, для тех, кто приехал по визе L1A и имеет какое-то отношение к либо владению компанией американской, либо компанией зарубежной, и для тех, кто является наемным работником. Люди, которые являются multinational manager executive, они могут подавать на грин-карт через процесс EB1C, когда человек должен показать, что в течение года из последних 3 лет перед приездом в Соединенные Штаты он управлял профессионалами, что компания зарубежная не меньше года работает, и компания в США работает тоже не меньше года, и он в США управляет профессионалами и дальше намеревается управлять профессионалами. Собираются документы о прошлом компаний обеих, о будущем обеих компаний и в основном американской компании. И, естественно, о планах на продолжение работы данного человека в том, что называется managerial, менеджерский или executive capacity, или значит, руководящая работа данного человека. Значит, все эти документы, планы оформляются в петицию I-140 и подаются в иммиграционную службу. В случае, если человек является наемным работником, ему также доступен процесс через Labor Certification или систему PERM, когда американский работодатель подает объявление в газету, показывает, что нет американцев, которые могли бы претендовать на данное рабочее место. И если действительно таких претендентов нет, заявка сертифицируется Департаментом труда, и уже на ее основе подается иммиграционная петиция форма I-140. И когда подойдет приоритетная дата, согласно визовому бюллетеню, тогда человек подает на adjustment of status. Почему я не упомянула визовый бюллетень в отношении B1C? Потому что в настоящее время визовый бюллетень для этой категории является current, то есть нет никаких задержек для заявителей, а вот для заявителей по, например, Labor Certification это будет или вторая миграционная категория EB2, или третья EB3, и там существуют определенные задержки.
То же самое касается заявителей на EB2 National Interest Waiver. В этом случае человек не проходит процедуру Labor Certification, он просит waiver этой процедуры, то есть просит разрешения ее не проходить, но задержки по визовому бюллетеню на сегодняшний день применяются к этой категории. Но если человек подходит под категорию выдающиеся способности, то Labor Certification ему тоже проходить не нужно, и задержек тоже вот на его иммиграционном пути нет, поскольку EB1 в настоящее время категория является current. Это может измениться в будущем, возникнуть могут какие-то задержки, но пока их нет. То есть вот такая картина, 3 таких возможных пути оформления документов. А скажите, пожалуйста, по срокам, если человек, например, обладатель L1B, и, как вы сейчас сказали, здесь максимальное количество 5 лет, то когда ему следует подавать на, ну, например, на PERM Labor Certification процесс, учитывая, что еще приоритетная дата не наступила, как спланировать грин-карту, чтобы получить до истечения срока визы? Да, безусловно, поскольку процесс Labor Certification является довольно длительным, он занимает 1,5-2 года. Далее процесс оформления иммигрант-визы занимает какое-то время, но это даже не так важно, поскольку приоритетная дата по визовому бюллетеню устанавливается в тот день, когда подан именно Labor Certification. То есть проходит этот этап, человек смотрит на визовый бюллетень, понимает, ему ждать довольно долгий срок. Например, сейчас по визовому бюллетеню вот в феврале 2026 года подают на adjustment of status люди, которые подали по EB3, по третьей иммиграционной категории, которая требует наличия степени бакалавра или 2 лет опыта работы. Сейчас на adjustment of status подают те люди, которые начали свой процесс летом 2023 года. Это довольно длительный срок, можно сказать, практически 3 года это занимает, поэтому стоит озаботиться этим вопросом как можно раньше и не позже уже 2-го года пребывания по визе начинать этот процесс. Скажите, пожалуйста, а если человек во время нахождения в Америке по визе L1 получает продвижение компании или поменяет роль внутри компании, как это может повлиять на, во-первых, на его визу, а во-вторых, на его будущую грин-карту? Ну, вот как мы уже сегодня упоминали, возможно продвижение человека с какой-то исполнительской позиции на руководящую или менеджерскую позицию. В этом случае визу можно поменять. Опять же, не значит, что если человек стал руководителем, то он оставил в стороне те знания, тот specialized knowledge, с помощью которого он вообще был привезен в Соединенные Штаты. Это не так. Поэтому при желании такого человека можно продолжать классифицировать по визе L1B, но так как более выгодно и с точки зрения оформления грин-карты, и с точки зрения пребывания в США является виза L1A, то обычно такого сотрудника переводят на визу L1A и оформляют грин-карту, уже минуя процесс Labor Certification. Но если, например, процесс Labor Certification уже начат, то это предмет для дискуссии между вами и корпоративным юристом, как быть и что делать, потому что здесь уже что-то менять довольно трудно, и здесь в каждом конкретном случае нужно обсуждать индивидуально, начинать новый процесс Labor Certification или даже остаться на старой должности. Скажите, пожалуйста, Татьяна, я знаю, что есть еще разграничение L1 виз, они называются индивидуальный и blanket. Я не знаю, как перевести на русский. Вы могли бы рассказать более подробно, когда используются и те, и другие, когда стоит подавать, и можно ли переходить с одной в другую? В общем, расскажите, пожалуйста, про individual и blanket L1 петиции. Да, конечно, с удовольствием. Значит, прежде всего, слово blanket означает, что выдано какое-то такое чистым листом одобрение, то есть одобрение заранее. И вот blanket petition это как раз такое вот предварительное одобрение, в рамках которого иммиграционная служба одобряет взаимоотношения между компаниями. Она одобряет, что вот работодатели подходят под, и зарубежные американские подходят под визу L1. И остается решить только вопрос, связанный с индивидуальными конкретными работниками. Обычно такие визы используются для крупных компаний, ну, например, компания по разработке программного обеспечения. Значит, у нее есть отделение за рубежом, есть отделение в США, и чтобы каждый раз не
получать одну и ту же гору документов о том, как эти компании связаны друг с другом, вот можно получить такое предварительное разрешение, то есть blanket petition. Когда у компании есть blanket petition, то на основании этой blanket approval, то есть общего аппрувала, уже индивидуальные работники могут подавать, естественно, по ходатайству компании упрощенную форму в консульство и въезжать в Соединенные Штаты на основе вот этого вот упрощенного одобрения. Естественно, что это делается не по индивидуальному желанию или ходатайству работников, а только по ходатайству работодателя. Значит, здесь очень важно удовлетворять требованиям. Требования такие, что либо компания должна иметь уже больше 10 одобренных L1 petitions в течение предыдущего года, либо компания должна продавать больше, чем на $25 миллионов своей продукции в Соединенных Штатах, то есть иметь оборот гросс не меньше 25 миллионов, либо она должна в США иметь не менее 1000 сотрудников. Там есть еще кое-какие требования по количеству филиалов и так далее, но, в общем, из этих требований уже можно понять, что речь идет о крупных компаниях, у которых большие объемы бизнеса и деятельности, и которые переводят сотрудников, достаточно часто. И вот в этом случае, да, это очень удобный для компании инструмент, когда они не подлежат вот тем лотереям, ограничениям, которые распространяются на визы H1B и могут довольно легко привести в Соединенные Штаты из-за рубежа необходимых им сотрудников. Возвращаясь к индивидуальным визам L1, вы говорили сегодня, упоминали несколько раз про бизнес-план. Могли бы вы сказать, что включает в себя хороший бизнес-план и на что обращают внимание офицеры USCIS в бизнес-плане? Бизнес-план – это такая достаточно многосторонняя бумага. Она составляется для подачи в USCIS совершенно не так, как вы бы ее составляли, если бы вы подавали этот бизнес-план инвесторам или, например, ваш банк для получения финансирования. То есть здесь основной аспект идет на, во-первых, соответствие тем критериям, которые выдвигает иммиграционная служба. То есть прежде всего это нужно для виз L1A, поскольку для виз L1B, как правило, уже компания устоялась, работает и переводит наемного работника. А вот для визы L1A очень важно показать, чем будет заниматься компания, какие финансовые потоки образуются, благодаря чему они образуются, благодаря чему компания получит средства, необходимые для того, чтобы платить зарплату и самому руководителю, который переводится в Соединенные Штаты, и его подчиненным. То есть важно показать финансовые проекции, расчеты, будущую выручку, будущие зарплаты, которые будут платиться не только подчиненным, но и всякому поддерживающему персоналу, откуда возьмутся средства на аренду помещения и все остальные аспекты бизнеса, начиная от маркетингового плана компании, заканчивая планом персонала, personal plan. Вот это вот все должно быть там представлено и сделано грамотно. Поэтому здесь очень важно работать, опять же, с компетентными специалистами, которые могут помочь вам в этой истории. Скажите, пожалуйста, а какие статусы получают супруг или супруга заявителя на L1 и дети? Какие у них появляются права на работу в Америке, на учебу, на выезд, на въезд? Члены семьи, то есть супруги и дети до 21 года, имеют право находиться вместе с основным заявителем в Соединенных Штатах. Дети могут учиться, и супруги имеют право на работу. Виза L2 подразумевает employment authorization, то есть право на работу, соответственно, работать супруг или супруга, держатели визы L1 могут где угодно, и также не возбраняется оформление грин-карты через работу на супруга, если, например, супруг работает в какой-то компании, которая поддерживает и хочет оформить грин-карт, то это тоже возможно, и виза L2 таким образом тоже является визой двойного намерения и позволяет оформлять грин-карт. Могли бы вы рассказать про ошибки, которые чаще всего допускают заявители, и, может быть, топ-3 или топ-5 самых
горьких ошибок и провалов при подаче на L1? Дело в том, что L1 получить в консульстве для того, чтобы приехать в Соединенные Штаты для развития своего бизнеса, ну, скажем так, не очень сложно, потому что очень большая часть этой заявки – это планы. А планы на будущее, они всегда строятся и рисуются очень хорошо. А после того, как заявитель приехал в Соединенные Штаты, а мы помним, что виза у него в этом случае только на год, возникает вопрос о продлении. И вот здесь вот очень большая череда ошибок может привести к тому, что бизнес-план не исполняется. Так вот, все эти беды, они сводятся в одну, в общем-то, горькую ошибку, которая называется неисполнение бизнес-плана. Бизнес-план нужно писать так, чтобы потом его можно было исполнить. Поэтому, безусловно, если вы написали, что вы снимаете помещение определенной площади, нанимаете 2 человек, а потом вы ничего не сняли и никого не наняли, то это не приведет вас к успеху, и подать на продление визы L1 подать-то можно, но вот просьба удовлетворена не будет. Поэтому, безусловно, первая ошибка – это нереалистичные планы, которые потом не могут быть исполнены. Дальше отсутствие грамотного оформления бизнес-планов, расчетов – это тоже, безусловно, что-то, чего заявителям стоит избегать. Мы, соответственно, стараемся, чтобы все поданные нами бизнес-планы и документы были представлены грамотно. Вот очень важно, чтобы компания занималась той деятельностью, которую вы себе обрисовали. То есть если человек с самого начала, скажем так, не совсем правильно все рассчитал, и приехав в Америку, он как вот настоящий бизнесмен понимает, что, ой, вот что ж я буду заниматься вот именно этой деятельностью, которая мне издалека оказалась такой привлекательной, а здесь оказалась не такой выгодной, когда вот тут вот есть совершенно другая очень выгодная возможность, которую я совершенно не хочу упускать. Вот в этот момент нужно проконсультироваться с адвокатом, как быть, возможно, даже переподать петицию на L1 на основе уже нового какого-то бизнеса, а не просто открывать еще 10 бизнесов, скажем так, никому об этом не говоря, ведя какую-то деятельность, а потом, когда приходит время подать на продление, мы узнаем, что все, оказывается, поменялось, бизнес был совсем другой, велся вообще на другую компанию, и все вообще пошло не так, как обещалось. То есть важно держаться в рамках заявленного и важно связываться со своими адвокатами, если вы что-то хотите поменять, а не ставить их потом перед фактом. Вот я бы сказала, что вот это, наверное, основные топ-3, которых стоит избегать. Несколько месяцев назад в Конгресс был представлен проект закона L1 Visa Reform Act. Он не был принят, но, тем не менее, он на стадии рассмотрения. Вы могли бы поделиться своими прогнозами, ожиданиями, какие новые требования и ограничения могут быть введены именно благодаря этому закону? И в целом, при новой администрации Трампа, что нас может ожидать в ближайшее время? Скажем так, пока закон не принят, нет большого смысла его обсуждать, но ясное дело, что лучше не станет. То есть требования к зарплатам, к вложениям, то есть все ведет к тому, чтобы отбор ужесточили, чтобы только более крупные компании имели право привозить сюда людей по L-визам, чтобы сотрудники, приезжающие по L-визам, не замещали американских работников. Все это является такими горячими темами, которые, безусловно, будут подниматься и нынешней администрацией, и вот в юридических, законотворческих каких-то инициативах. Здесь политика не либерализуется никоим образом, и какие-то ужесточения и изменения, возможно, мы в ближайшем будущем увидим, поскольку законы предлагаются, это значит, что виза находится, так сказать, на радаре у тех, кто занимается иммиграционными законами, и, скорее всего, ужесточение политики в этом отношении будет. Что вы могли бы порекомендовать или посоветовать людям, которые планируют подаваться на L1? Какие ваши напутствия, с чего можно начать и как подготовиться к этому процессу? Безусловно, если человек настроен серьезно, то мы советуем обращаться к лицензированному адвокату.
обсудить возможности и реалистичность подачи, а также советую подумать не только о том, как вот сегодня, сейчас получить визу, но и о том, что будет дальше, как эту визу продлевать, то есть составить свои планы таким образом, чтобы все это было жизнеспособно, реалистично, соответствовало и условиям рынка, и жизненным реалиям, так чтобы не получилось потом, что все нужно перестраивать, менять, что планы каким-то образом не воплощаются. Планы нужно составлять так, чтобы их можно было воплотить. И пускай все визы и грин-карты будут одобрены. Спасибо вам, Татьяна, за ваше время и за то, что делитесь вашим бесценным опытом.